Эти наушники своим звуком перебили почти все свои минусы лично для меня. Конечно же, с учетом их цены. Что же в них завезли? Это автономность на 6 часов, микрофон HD, который очень неплохо отрабатывает, кодек aptX, игровой режим и совершенно незначительные задержки в нем. Управление тапами через сенсорную панель, плюс чип от Qualcomm, как всегда. По заявлению производителя, эти ТВСки подойдут для музыкальных продюсеров и аудиофилов. Сомнительное такое заявление, смелое. Как же все на самом деле и какие в них есть минусы, сейчас расскажу. Tube 909, 7 Виват, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, на канале только быстрые обзоры, которые всегда подкреплены тестами. Допустим, тесты микрофонов всегда в ролике, так же, как и тесты задержки. Большинство из этих тестов я провожу онлайн на стримах, если это касается телефонов. Много конкурсов, условия которых в описании к видео. 5 Mi Band'ов 6 серии разыгрываю ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И сейчас я вам быстро расскажу о наушниках KZ Z3. KZ, в принципе, всегда молодцы по звуку. Полетели. Распаковка. Коробка белая, маленькая и компактная, чуть больше ладони. Минималистичной назвать трудно, потому что в ней всю площадь занимает максимальное количество спеков и информации на английском и китайском языках. Открывается коробка легко, никакого запаха клея и химии, что большая редкость для товаров из Китая, даже премиум товаров. В комплект входит зарядный бокс, наушники, очень короткий кабель для зарядки USB Type-C, 2 пары сменных амбушюр и руководство по использованию, также на английском и китайском языке. В целом комплект хороший и сам по себе качественный. Материал амбушюр мягкий и не топорный. Теперь к зарядному кейсу. Бокс имеет форму закругленного в углах прямоугольника, полностью изготовлен из не самого дешевого матового пластика, из рук вообще не выскальзывает, не сильно маркий. На корпусе, кроме разъемов для зарядки USB Type-C, нет ничего. В закрытом состоянии люфт у крышки есть, но незначительный. Одной рукой открывается легко, внутри находится индикатор заряда батареи и 2 глянцевых места под наушники, в каждом из которых по 2 контакта для зарядки. На самой крышке внутри спеки аккумулятора кейса, магниты у крышки неплохие, а вот наушники из кейса вылетают даже при незначительной тряске. И когда находятся внутри закрытого бокса, если потрясти, то слышно, как они болтаются, будто они лежат в пустой коробке, как будто совершенно не зафиксированы. Это очень непривычно, учитывая, как ТВСки сейчас делают, это редкость. Габариты бокса 62 мм на 43 на 32 мм, а вес составляет 36 граммов без наушников. Очень он легкий. В кармане, конечно, мешаться не будет, но незаметным его не назовешь. Емкость аккумулятора 300 мАч, полностью бокс заряжается за час. Наушники от кейса можно зарядить 2 раза, и третий неполный. Саморазряд кейса есть. Беспроводной зарядки не завезли. Теперь к наушникам. По информации с официального сайта, корпус наушников полностью изготовлен из сплава металла и смолы. Хотя по ощущениям просто глянцевый пластик. И в отличие от матового бокса, уши маркие до безумия скользкие. Дизайнерское решение не отличается от большинства на рынке ТВС наушников. Это сочетание серого и черного цвета. На сенсорной панели имеется логотип компании-производителя, а у основания звуковода есть прозрачная вставка, на которой еле видно, что же внутри у этих ушей. Поставляется она только в одном цвете, который вы видите на экране. Форма эргономичная, по форме уха. Звуковод небольших размеров, диаметр в 4 мм. И на нем есть отступ для удержания амбушюры. Это хорошо и непривычно, потому что все бренды Китая, которые мне последнее время попадались и которые называются аудиофильскими, почему-то все время забывают про это крепление. Габариты самих наушников вы видите на экране, а вес одного наушника составляет 5,9 грамма. Посадка лично в моем ухе очень удобная, никакого дискомфорта от них я не испытывал даже через длительное время прослушивания музыки. Но из уха выпирают они очень-таки прилично. Конечно, не Mondrop Sparks, у них был слишком длинный звуковод, обзор на них вы, кстати, можете посмотреть на моем канале по ссылке в правом верхнем углу, скорее из разряда того, как не нужно делать наушники. Также из уха не вылетают при легкой тряске. На корпусе расположены 3 контакта для зарядки, только есть такая странность, в кейсе этих контактов 2. Но вы поняли, что за косяк у KZ. Далее микрофон HD, индикатор, который во время проигрывания не светится, и сенсорная панель управления тапами, через которую можно переключать треки, активировать игровой режим, вызывать голосового помощника, управлять вызовами и ставить на паузу или воспроизводить музыку. Еще было указано, что можно регулировать громкость, но у меня это дело через сенсоры не получилось сделать. Так что насколько оно работает, непонятно. Возможно, было написано для заманухи. На данный момент у меня не получилось, может быть, у кого-то получилось, напишите в комментариях, буду знать как хотя бы, как и подписчики. По внутрянке чип Qualcomm QCC3040, полимерная композитная диафрагма в 10 мм с высокочастотным закрытым сбалансированным блоком 30019. Чувствительность до 101 дБ, шумоподавление тут есть, но только физическое, то есть пассивное. Как упоминает производитель, амбушюра перекроет внешний шум. Такой выхлоп и получается. Так что стоит подобрать правильно амбушюру по размеру вашего уха. Тогда ничего вокруг слышать не будете. Хотя это, если честно, то еще удовольствие гасить
громкостью окружающий звук. Подключаются наушники автоматически с ранее сопряженным устройством, по одному работают, но переподключаются с заметной задержкой. Бесшовного переподключения не ждите. Емкость аккумулятора наушников не указана, поэтому расскажу подробно об автономности. Разбирать я их не хочу. Полный цикл зарядки в боксе 40 минут, что достаточно быстро. На 50% громкости они отыграли у меня 6 часов 5 минут к ряду. На 100% громкости с 0 до сотки они разрядились за 3 часа 45 минут. Саморазряд, как я уже говорил, есть, и это плохо, а вот приложения к ним нет. Ну и, конечно же, мультипоинт тоже не завезли. Кстати, топ-10 наушников с мультипоинтом ждите на днях, я его уже написал и, скорее всего, скоро смонтирую. Увидите 10 лучших, по моему мнению, наушников, у которых есть мультипоинт. Кому интересно, пишем в комментах, сейчас выгрузить или подождать какого-нибудь сейла через месяцок. Bluetooth версии 5.2, диапазон действия до 15 метров. Из кодеков завезли aptX, AAC и SBC. С одной стороны все скромно, с другой стороны все, что нужно. Bluetooth через две стены ловит, не отваливается, но при этом нехилые фризы в нем есть, особенно в местах с обилием Wi-Fi сетей, то есть в торговых центрах. На YouTube задержки минимальные, фактически незаметные, можно сказать, их нет. В играх при включенном игровом режиме звук совпадает с картинкой практически один в один, даже в неоптимизированных играх. Пример вы сейчас увидите. Микрофон не сказал бы, что плохой, но шум ветра ловит только так, и вас совершенно не слышно для собеседника. Не топ, но его хватает только в помещениях. Примеры вы сейчас услышите. Тест микрофонов беспроводных наушников KZ-Z3, Петербург. Все ожидают парада кораблей. И сейчас что? Сейчас притом очень сильный форм-фактор. Вы сами видите, наушники выползают из ушей, как будто я небольшой, или точнее большой телепузик. Здесь Bluetooth версии 5.2, и мало того, что вы сейчас слышите пример работы данных микрофонов, я напоминаю, что у КЗшки просто всегда отличный звук, какие бы КЗ не были. Но они довольно быстро выходят, к сожалению, из строя, довольно большой процент брака. И в целом, если не смотреть на то, что они гибридные, на то, что они очуменно звучат, то, как они выглядят внешне, в ушах, они большие. Это такая специфическая особенность. Скажем так, если у вас были проводные наушники из разряда КЗ-терминатор, и они вам подходят, то такие уши можно рассматривать. Если у вас подобных ушей не было, то сначала обязательно какие-нибудь аудиофильские крупные штуки от КЗ примерьте, поймите, сможете ли вы их носить, допустим, хотя бы час, и только после этого рассматривайте к покупке, потому что, несмотря на то, что уши сами по себе ничего, возможно, они даже не ловят ветер, который сейчас периодически появляется, но по форме это специфическая штука. Хотя уши мне понравились, но об этом вы узнаете в ролике. Из минусов: нет сенсоров приближения, не завезли защиты от пыли и влаги официальной, да я думаю, неофициальной здесь тоже нет, нет активного шумоподавления, нет режима прозрачности, нет приложения для управления наушниками, скользкие в руке, а также отсутствует беспроводная зарядка бокса. Микрофон отлично ловит окружающий шум, если разговаривать в помещении нормально, на улице нет. И мультипоинт, разумеется, тоже не завезли. А теперь самое главное, о чем я говорил в начале, то, что покрыло все перечисленные минусы лично для меня, это звук.
Он тут не просто хороший, он на самом деле для своей цены топ. Бас жирный и его более чем достаточно. Средний бас ощущается, что для ТВС-ок вообще редкость. Запас громкости лютый. Уши от звука не вянут и не устают. Просто супер звучит классика, электронная музыка и хороший вокал. И это не только по моему мнению. Об этом пишут в отзывах чертова туча людей. Они первые, кто наушники эти обозревает. Детализация отличная. Каши на высокой громкости нет. Низкие, средние и высокие на друг друга не налазят. Уши играют именно правильно. Притом из коробки и без всяких эквалайзеров. Ну, единственное, по размеру амбушюры подберите. Хотя бы стоковые, с которыми они идут. Инструментал отыгрывает детально. Звучанием они меня крайне сильно удивили, потому что, изучая спеки, я даже не предполагал, что производитель пожертвовал практически всеми плюхами, но засунул отличный звук. Цена по ссылке в описании к видео около $40. И учитывая звук, это просто аттракцион невиданной щедрости. Если будут промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вроде бы сегодня как раз и начинается на Али мини-сейл, промики будут. Вдруг на момент вашего обзора появятся скидки конкретно на этот девайс, будет вообще круто. Резюмируя, по цене даже не средняк, а бюджет. За всеми минусами скрывается топовый звук, который на 100% стоит своих денег. Если для вас в первую очередь важен именно звук, а все остальное потом, то однозначно брать. Да, скоро у меня будут Т-300, тоже с намеком на то, что очень хороший звук, притом с большим количеством плюшек, но это за $40 просто топ. Плюс к этому всему показали довольно неплохую автономность, очень неплохие показатели по задержке и в принципе неплохая сборка. Не забываем подписываться на канал, обязательно пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть на обзоры. Смотрите мой лайв-канал, там я максимально подробно рассказываю о девайсах. Последний был обзор на Xiaomi Mi 11i, который очень многие прошли мимо, и это самый дешевый телефон от Xiaomi на Snapdragon 3/8. На основном канале тоже обязательно будет обзор, когда я его уже домучаю полностью. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом, девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.